Советские зажигательные 7,62 на 39 с красной вершинкой, ну, это просто достаточно редкие патроны. Внутри пули закаленный сердечник цилиндрической формы, а вот это стаканчик с трассером. Спереди зажигательный состав, тонкостенный тампаковый колпачок, который заходит под биметаллическую оболочку, и вокруг сердечника была еще свинцовая рубашка. Вот это именно стальной сердечник, а не мощный взрывающийся капсуль-воспламенитель, как в 7,62 на 54 ПЗ. Причем первоначально для 7,62 на 39 рассматривался вариант пули схожей конструкции инерционного действия, которая называлась ЗП, зажигательно-пристрелочная, но позднее от этой идеи отказались. В ПЗ спереди просто оболочка, то есть тут нет никакого колпачка и стыка, как у зажигательной 7,62 на 39. То есть, по сути, это пуля двойного действия, зажигательно-трассирующая. Патрон был принят на вооружение в 1949 году и выпускался в Климовске с использованием тульских гильз как минимум до конца 50-х. В 1952 году пуля была модернизирована, был изменен радиус оживальной части. И начиная с Д, с 1953 года, пуля стала по форме более остренькой. Китайские зажигательные очень похожи по строению. Но в китайской пуле спереди нет тампакового колпачка. Тут кольцевое ослабление оболочки изнутри. Но кажется, что в Китае был и такой вариант с колпачком, как советский тоже. В бронебойно-зажигательной пуле визуально поменьше зажигательного состава, чем просто в зажигательной. Но зато она может больше пробить и воспламенить топливо за чем-нибудь толстостенным. В трассирующей пуле Т-45 стаканчик с трассером намного крупнее, чем в зажигательной. На каком-то этапе патрон с зажигательной пулей был снят с вооружения, а произведенные запасы долгое время оставались на хранении и подвергались систематической утилизации. Вот эта гильза не латунная, как может показаться, а стальная латунированная. Латунных гильз у нас не было. И еще я называю эти патроны 7,62 на 39, так как это всем понятно. Но в армии они всегда обозначались по-другому. В армии они 7,62 образца 43 года, конкретно эти З зажигательные. Пытался пропилить сердечник ножовкой по металлу, но он не пилится, он твердый. Должен быть из стали У-12А.